Я давно хотел посетить этот заброшенный детский лагерь. Местные о нем знают немного, но даже та информация уже кидает в холодный пот. Впервые о нем я услышал еще задолго до того, как начал вести канал. И уже тогда у меня появилось жгучее желание воочию увидеть это злосчастное место. К сожалению, до нашего времени лагерь сохранился не очень хорошо, но вот его история сохранилась гораздо лучше, и о нем немногочисленные местные жители стараются не вспоминать. Впервые о нем я услышал от мужика среднего возраста, который ехал со мной в ночной электричке. Он листал фотоальбом с фотографиями явно прошлого столетия. Заметив же мой любопытный взгляд, он заговорил. Я до сих пор помню эту историю, до сих пор помню почти каждое его слово, хоть прошло уже более 6 лет с того времени. Сегодня я эту историю расскажу так же, как когда-то мне ее рассказал неизвестный и случайный попутчик. Друзья, если вам нравится мой канал, вы можете поддержать его, став спонсором канала. Кроме уникальных преимуществ, доступных спонсорам, вы поможете мне собрать деньги на покупку новой камеры ночного видения, чтобы следующие выпуски были еще интереснее. Досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Электричка стремительно мчалась в темноту опускающихся сумерек. Сидящий напротив мужчина в кожаной затертой куртке, покачиваясь в ритм электрички, достал старый, кое-где порванный альбом с фотокарточками. Я очень удивился этому, так как за все годы поездки на электричках я впервые увидел человека, листающего альбом, а не ленту социальных сетей. Я с любопытством начал наблюдать за действиями незнакомца. Перелистывая страницу за страницей, он пристально вглядывался в лица людей и детей, иногда по несколько минут не отводя глаза, как будто изучал застывшие лица на поблекших от времени фотографиях. Я как сейчас помню, по моему телу прокатился ледяной холодок. И нет, не от холода, был еще теплый сентябрь, а от его холодного взгляда и полной отрешенности от происходящего вокруг. Я наклонился, чтобы рассмотреть фотографии. Уж больно мне хотелось знать причину такой вовлеченности. На одной фотографии у забора какого-то лагеря стояли в несколько рядов дети. Слева виднелись какие-то качели, а справа на корточках сидела молодая девушка. Наверное, воспитатель, подумал я. На второй же фотографии эти самые дети, но уже в столовой. На столах какая-то еда в мисках. Фото получилось достаточно размытым, и сложно было понять, что там изображено. Повсюду чувствовалась атмосфера Советского Союза. Вроде самые обычные фотографии из далекого прошлого, если бы не одно странное совпадение. На всех фотографиях были изображены люди с бесчувственными лицами, полными безразличия. В этих глазах читался страх и отрешенность. Я в очередной раз перевел взгляд на мужчину, сидящего напротив. Он все так же отрешенно смотрел фотоальбом, а на него с пожелтевших страниц, замершим взглядом, смотрели неизвестные мне люди. «Правда красивые фотографии?» — вдруг заговорил он. Я аж дернулся от неожиданности. Я всякого ожидал, но уж точно не этого. Выдержав паузу, мужик продолжил. «Ты когда-то был в детском лагере?» Я невольно вспомнил, как один раз был в раннем детстве в лагере, находившемся на реке. Был в детстве, уже не помню, сколько мне было тогда лет. Наверное, ты хорошо там отдохнул. Весело провел время, продолжил мужчина свой странный диалог. Я не особо понимал, к чему он клонит. Ну да, как и все дети. Все-таки детство, это крутая пора, да и вообще, к чему это сейчас? Я хотел съехать с этой непонятной и странной темы. Уж больно странной казался мне случайный попутчик в затасканной кожаной куртке. «О, ну так тебе повезло, а вот им нет», — монотонно проговорил он, доворачивая в мою сторону ветхий альбом. Я молчал. Мужик тоже умолк. Потянувшись за пазуху, он достал флягу с каким-то спиртным напитком.
и, хорошенько выпив, потупил взгляд в мутное окно электрички. Меня разрывало любопытство и одновременно страх. Я все колебался, стоит ли задавать ему вопросы, им поинтересоваться о странных фотографиях. Немного захмелев, он опять заговорил. «Я давно одинок, скучно мне. Хочется поговорить уж больно с кем-то. Ты так внимательно смотрел на эти фотокарточки. Хочешь, я расскажу об этом месте, об этом детском лагере?» «Ну давайте, а вы что, там были?» «Да, я там был, и я все там видел». Я напрягся. Отхлебнув еще с фляги спиртного, мужчина начал свой унылый, но при этом очень интересный монолог. Сразу после строительного училища я был назначен в этот лагерь на проведение строительных работ. Моя бригада копала фундаменты под жилые домики и основной блок. Тогда там был глухой лес, место было живописное, да, но и гиблое при этом. Райком выделил землю на участке боев Великой Отечественной войны. В 300 метрах доты бетонные стояли, не знаю, стоят ли сейчас. А ночью там вообще было как-то не по себе. Изначально мне то место не понравилось. Бригада Иваныча вон однажды могилу раскопала случайно. Непонятно, кто там был. В лесу. Братскую, наверное, как позже нам сказали. Приезжала там милиция, все дела, забирали там все. Работы добавилось нам. Переносить барак на 5 метров. Был это то ли 1976, то ли 77 год. Уж и не вспомню сейчас. Но к весне мы закончили строительство. Потом армия, женился. Ну не суть. Вернулся в этот город я уж в конце 80-х, во время перестройки. Да и не поверишь, устроился работать в этот же самый лагерь. Сторож тогда требовался, но я и пошел, а что делать было? Работы не было, да и лагерь тут был для детей с умственными способностями. Ну и сказали мне, что проблема там была, по ночам дети пытались, то уходили, до сих пор не знаю, в лес. Наши бабы из медпункта списывали это на умственную отсталость, ну знаете ли. А дети были юркие, подбегали и хотели общаться. Ну не было интернетов тогда, ничего, понимаешь? И вот один паренек подошел, как сейчас помню, говорит: «Василий Николаевич, а вы-то знаете, че уходим мы?» Ну и говорю ему, отвечаю. А он и говорит: «Зовут нас туда, всех поименно зовут». Ну я говорю: «Как дам тебе ща, а ну бегом в комнату». А ночью я услышал шелест и скрежет забора. Вышел и вижу, как трое стоят у забора. Стоят и смотрят неподвижно в ночной лес, как загипнотизированные. Мужик перекрестился и продолжил свой монолог. Я их откликнул. Но они, представляешь, даже не повернулись. Свечу фонарем, а они головами уперлись в сетку и стоят. Подошел и вижу, что взгляд застыл, а губы шевелятся. Что-то безмолвно бормочет. Не поверишь, меня такой страх объял. Позвонил дежурной, так и воспитатели девочки их забрали. С тех пор началось еще больше странностей. Случилась в те года беда. Я как раз в отпуске был, до сих пор неизвестно до конца, что же там было. Но потравились там дети, то ли крысиную отраву поели, то ли еще что, бог его знает. Только заехали как неделю назад. Уволили сменщика тогда. Так как говорили, что им кто-то передал отраву из лесу, что ли. Очень странное дело было, но никто, слава богу, не умер. Дело с собой, само собой, да и забылось. Потом уж не помню, лет пару прошло. Вроде такого ничего не происходило. Иногда ночью можно было видеть детей у забора. К этой странности начали уже привыкать все, ведь детки были-то особенные, с отсталостью. Тогда еще не было домов вокруг, это уж потом начали строить кооперативы. Тогда был лес и дорога к лагерю бетонная, и все. Однажды автобус привез очередную партию, на оздоровление. Было все как обычно. Страшно мне было, когда ночью выглянешь из сторожки, а в пансионате напротив, в кромешной темноте,
В окне лицо какого-то мальчика. Он смотрит в сторону леса и не двигается, хотя должен давно уже спать, ведь время далеко за полночь было. Я все чаще начал это замечать. Эх, пить начал тогда, будь оно проклято. Тогда-то и жизнь моя начала рушиться, черт возьми. Мужик опять отхлебнул водки из фляги. Электричка все так же мчалась вдаль, в глубокой темноте. Вот эти дети тогда были. Ну, что на фотографии ты видишь. А что с ними случилось-то? Полюбопытствовался я. Сейчас узнаешь. В лагере начали часто приезжать скорые. Бабы из медпункта не справлялись. Странные вещи происходили. По ночам дети не спали нифига, в окна смотрели. То пытались выйти за ограду. Днем тоже не спали. Сон пропал у них вообще. Бредили, что зовет их кто-то из чащи леса. Ну, мы с мужиками организовались, да обошли вокруг. Кусты там повырубывали по округе, вокруг лагеря. Да мало что дало. Вдруг там какой-то шутник нарисовался, думали. Но это не помогло. Это были последние числа августа, как сейчас помню. Да вроде 95-й или 97-й год был. Но случилось все 29 августа. Мужик сжал в руках альбом. Был день прощания перед отправкой по домам. На сцене там концерт был небольшой, там сценки разыгрывались, короче. Клоун приезжал из местного театра. Смутно помню. Вроде прошло все хорошо тогда. Моя смена как раз закончилась, а утром мне сообщили жуткую новость. За сценой обнаружили тело ребенка, мальчика, лет 12. Кто-то его повесил. Ну не может ребенок сам такое сотворить с собой, ну ей-богу. Оказалось, что он чаще всех рассказывал, что его зовут Ночью. Его часто возле сетки находили. Начался скандал, там суматоха была страшная. 3 дня нас персонал не выпускали с территории, вызывали всех подряд на работу. Так и не нашли зацепок. А 2 сентября роковым стало вообще. Моего сменщика тогда уволили. Пришел молодой какой-то, я даже его и не видел с тех пор. И в первую же смену он спал крепко, а дети ночью, каким-то образом открыв калитку, ушли. Все ушли в лес. Нас собрали и отправили искать. Милиция подключилась, солдатики помогали. Нашли мы некоторых. Испуганные, истощенные были. Еще 2 или 3, уж не помню, обнаружили местные жители окружающих сел. Но 7 пропало. Сгинули где-то в этом лесу. Почти месяц искали. Безрезультатно, как в воду канули. Ну и болота в том лесу-то и нет. Сейчас там уже целый район выстроили, а у них нет весточки до сих пор. Ох, если б я был на той смене, а я подменился. Тогда не было бы этой трагедии. Мужчина потупил взгляд. Тяжелый запах перегара разносился по салону электрички. Подняв глаза на меня, он открыл альбом. Проводя маленькими пальцами по старой фотографии, он пробормотал: «Мои дети, что ж вы наделали?» «Ну а как так случилось? Где были воспитатели?» Не сдержал любопытства я. Она одна была на смене тогда. Вот, Ирочка, солнечная девочка, была. А что с ней-то произошло? Через 2 недели ее нашли мертвой дома. Нам сказали, что от передозировки померла. Времена такие были тогда. Но я не верю, по сей день не верю. В церковь она ходила, рассказывала как-то мне. Не могла она совершить такое. Ох, не могла. Так никто, правда, и не знает по сей день. Вот она на фотографии, видишь? Справа. Указал он пальцем на щуплую девушку, сидящую справа от группы детей. Знаю одно, что лагерь проклятый унес жизни многих людей. 8 человек сгубил. Моя бригада строила его. Я его построил. Эх, я его и похоронил. Разве можно в такое поверить? А что сейчас там? Что с ним сейчас? В 95-м или 97-м году, уж не помню, в сентябре, он навсегда закрылся. С тех пор были какие-то судебные тяжбы по поводу земли, если не ошибаюсь. До сих пор судятся там вроде, хотя уже и в живых давно многих нет, кто пытался землю прибрать. Так и стоит среди леса. Люди-старожилы его обходят стороной. Проклятое место, которое так и осталось в запустении. Я бы тебе еще рассказал. Его монолог прервал голос водителя электрички. Мы подъезжали к нужной мне станции.
Я, выходя из салона в последний раз, взглянула странного спутника в потертой кожаной куртке, который, потупив взгляд, смотрел в черное окно, даже не попрощавшись со мной. Прошло уже более 6 лет, и вот я впервые рассказываю эту загадочную, трагическую историю вам. Как сложилась судьба того человека и является ли его рассказ правдой, я не знаю. Но по тому лагерю я так и не смог ничего найти в интернете, вообще никакой информации. Я спрашивал нескольких местных жителей об этом лагере, но они просто уходили быстрым шагом, так и не ответив на мои вопросы. Если я когда-нибудь встречу этого странного мужчину в ночной электричке, возможно и появится продолжение этой истории. А пока просто подписывайтесь на канал, ставьте лайк и спасибо вам за просмотр. Если бы не людское равнодушие, то тот мальчик бы не погиб. И лагерь, возможно, бы еще просуществовал бы лет 5, может быть 7, может быть все 10 лет. Но по итогам, после развала Советского Союза, такие лагеря были просто обречены на уничтожение и на запустение. Вот так. Ладно, ребята, буду с вами прощаться. Идти дальше.